Самые громкие парфюмерные запуски 2023 года. Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. В этом видео я предлагаю вам вместе проводить 2023 год и вспомнить про самые громкие парфюмерные запуски 2023 года, какие ароматы порадовали нас в 2023 году. Конечно, ароматов вышло очень много, и рассказать про все, мне кажется, просто невозможно, поэтому сегодня мы поговорим о действительно громких, провокационных порой запусках. Это видео я снимаю при поддержке интернет-магазина Rendezvous. Я оставлю для вас ссылочку на интернет-магазин Rendezvous, оставлю для вас промокод на скидку 10%, который суммируется со всеми скидками и акциями на сайте и работает при покупках от 2500 рублей. Вдруг вы захотите себе что-то перед Новым годом приобрести. Но если вам интересна тема этого видео, то оставайтесь со мной, и я желаю вам приятного просмотра. Ну что ж, давайте начнем. Обязательно в комментариях к этому видео пишите, какие самые громкие парфюмерные запуски 2023 года запомнились вам. И также я надеюсь, что вы напишите, с какими ароматами из этого видео вы успели познакомиться, что вам понравилось, что не понравилось. Кстати говоря, в своем телеграм-канале я проводила опрос, какие видео мне снять. Там были снятости, то есть ароматы, которые были сняты в 2023 году. Это тема про самые громкие запуски 2023 года. И также был предложен вариант про тренды парфюмерные 2024 года. Но победил вариант «Снимай все», поэтому все 3 видео выйдут на моем канале. Если вы тоже хотите участвовать в таких опросах, то обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал. Я буду очень-очень рада вас там видеть. И в 2024 году я собираюсь активно его вести. Первый аромат, про который мы с вами поговорим, это, конечно же, Ганимед экстракт от Марк Антуан Буруа. Аромат, который невозможно было не заметить. Честно говоря, я очень боялась этого парфюмерного запуска. Мне казалось, что куда уже ярче. То есть Ганимед, он сам по себе, это, мне кажется, аромат космический, но даже вот эта футуристичность в нем в том, что шлейф этого аромата можно заметить и почувствовать из космоса. Я подумала, боже мой, Ганимед экстракт, это, наверное, будет страшно. На самом деле получилось не страшно. Мне кажется, что, возможно, получилось даже интереснее, чем сам Ганимед. И если сам Ганимед для меня это холодный, ледяной, металлический аромат, аромат минеральный, я чувствую там космическую пыль, ну понятно, что я как бы не могу ее чувствовать, но вот какие-то такие мотивы у меня рисуются. То Ганимед экстракт, на мой взгляд, получился жарким, там красивый яркий ладан, который сочетается еще и с травами, и он правда вот такой пламенный, и тот самый Ганимед, он проявляет себя, как мне кажется, только ближе к базе, поэтому этот запуск я считаю очень даже удачным. Пишите в комментариях, тестировали ли вы Ганимед экстракт и понравился ли он вам больше, чем сам Ганимед. Сам Ганимед я сначала купила, носила, но потом, вы знаете, честно говоря, этот аромат мне начал поднадоедать. Я поняла, что вот он очень такой... Он сидит на мне как приклеенный, и его невозможно смыть, от него невозможно отделаться, и я от таких историй устаю, поэтому Ганимед в своей коллекции я продала, а вот о покупке Ганимед экстракт я подумываю. Второй аромат, о котором мы поговорим, это невероятно провокационный запуск, это Сада Наза от Нассамата. Я видела пресс-релиз этого аромата, все его очень ждали, это был просто бум, пресс-релиз был яркий, он был даже пошловатый, я бы сказала, плюс ко всему вот эта крышка у флакона, на всякий случай уберите детей от экрана, и все ждали, что же это будет. На мой взгляд, сам аромат, он получился, ну, не таким провокационным, как запуск, хотя, если зайти в ветку на фрагрантике, то понимаешь, что у людей очень сильно разыгралась фантазия, кому-то пахнет бомжами, кому-то мочой в общественном туалете, кому-то потным телом, на котором
которые надели латекс и прочее. Ну, в общем, можно прям вот поудивляться. Аромат не такой провокационный. Да, там есть латекс, но это, мне кажется, не первостепенная нота. Он сочетается с кофе, с ванилью, с дымом сигарет, пудрой и деревяшками. Латекс не на первом месте, и часто бренды вот прям спекулируют на таких ярких названиях. Например, у бренда By Kilian запретные игры, опасные связи, а начнешь тестировать ароматы, ничего запретного и опасного в них нет, и мне кажется, что этот аромат от Nasomatto то же самое. Да, он неплохой, но провокации, как мне кажется, не случилось. Следующий громкий запуск 2023 года — это, на мой взгляд, Guidance от Amouage. У Amouage вышло два аромата в женской линейке, это Lineage и Guidance, и, как мне кажется, что Guidance полюбили многие, Lineage уже ушел куда-то на задний план, его не замечают. Guidance, как мне кажется, в звучании немножко напоминает Le Labo Santal 33, но он получился более интересным, более женственным, и вот то самое ДНК Santal 33, то есть солоноватый сандал, красиво обыгран грушей и лесным орехом. Следующий громкий запуск 2023 года — это Mancera Тонка Кола. Я когда-то, как только этот аромат вышел, его схватила, купила, я поняла, что он мне нужен. Аромат мне в целом понравился. Единственное, я им делилась в своей группе распива, я распила его до последней капли, о чем потом жалела, но, скорее всего, в будущем я верну его в свою коллекцию. Классный аромат на тему ванильной кока-колы, в котором есть еще немножко деревяшек, не избито, свежо, не похоже ни на что другое, и я вот просто уважаю парфюмерные бренды, которые делают действительно интересные, ни на что не похожие ароматы, поэтому этому аромату я ставлю большой плюс. 2023 год порадовал нас коллекцией La Vie de Milano от Trussardi, это собачки Trussardi, коллекция собачек пополнилась, мне кажется, что это действительно очень удачный запуск, со многими собачками я успела познакомиться, несколько даже приобрела в свою коллекцию и продолжу это дело в 2024 году. Но не все я еще потестировала, но мне кажется, что вот вообще вот эта бутиковая линейка Trussardi — это как глоток свежего воздуха на парфюмерном рынке. Опять же, ароматы получаются ни на что не похожие, разве что немного некоторые ароматы похожи на друг друга, как мне кажется, например, Порто Венеция, Fiore Chiari, там есть какое-то перекликание, но это не отсылка к другим популярным ароматам, например, как новые бренды заходят на парфюмерный рынок, и что мы видим? Мы видим клон Бакары, клон Fleur Narcotique, в общем, так по кругу. Нет, в линейке бутиковая Trussardi классные, ни на что не похожие ароматы, и, как мне кажется, они звучат действительно элегантно, нишево и очень интересно. Напишите в комментариях, какая собачка от Trussardi ваша самая любимая. Ну а на этом я буду с вами прощаться. Если вы знакомы с какими-то ароматами из этого видео, рассказывайте свое мнение о них обязательно в комментариях. Также, возможно, я не упомянула в этом видео про какой-то крутой парфюмерный запуск. Рассказывайте также о нем в комментариях, какой парфюмерный запуск яркий в 2023 году особенно запомнился вам. В конце я хочу пригласить вас в 3 моих сообщества. Это мой личный телеграм-канал, моя парфюмерная барахолка и моя группа распива. Ссылочки вы найдете в инфобоксе, и я буду очень рада вас там видеть. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Если оно вам понравилось, то обязательно ставьте пальчики вверх. Также не забывайте подписываться на мой канал. Я желаю всем отличного настроения и всем пока-пока!